Народ, ну вот такую тачку вы по-любому ждали, по-любому будете рады увидеть ее у меня на канале. В рубрике Old School вот такой карибчик будет прямо к месту, потому что он как можно более олдскульный. Ух, прям не могу. Я в свое время тоже хотел вот такой приобрести, он мне очень нравится. Он мне нравится больше даже, чем всем известный, ну, тот Кариб, который второе поколение. Мне он даже больше даже внешне нравится. Тот все равно какой-то уже почти в 90-е годы заходит. Итак, короче, у нас первое поколение Toyota Sprinter Кариб. Это поколение было начато в 82 году и продолжалось до 87-го. И если второе поколение Кариба это прям реально на базе спринтеров, ну в прямом смысле у него практически все похоже, там внутри даже в салоне очень многие вещи смахивают, то здесь спринтер только в названии по сути присутствует. Эта машина гораздо ближе к Терселю. Самое главное, что в таком поколении Кариба есть, и то, что мне очень нравится, это продольное расположение двигателя. Да, он, конечно, полноприводный, он не заднеприводный ни в коем случае, но в нем продольное расположение двигателя, а значит, машина старше 30 лет, тем более в большинстве случаев, мы можем очень замечательно в нее что-нибудь интересное свапать. Хотя, конечно, я всегда рад, если мы находим именно в стоковом состоянии автомобиль, как вот в случае с нашей машиной. Здесь у нас, по сути, из нестокового в техническом плане только Solex вместо Dual Carbo родного, поэтому... Сейчас мы посмотрим скорее именно стоковый вариант машины, особенно сейчас залезем в салон. Я в салонах старых тачек всегда кайфую, особенно, потому что вот эти всякие элементики, всякие кнопочки. В те времена все было разное. Это сейчас все подошло к каким-то международным стандартам, уж я не знаю. А тогда каждая модель имела в себе четкую индивидуальность. По внешности комплектации, а их на самом деле не так уж было и много, сильно не отличались. И главное, самое отличие всегда было в различных комплектациях, это то, что она будет либо на механике, либо на автомате. А это всегда была полноприводная машина, всегда в ней было все четко. В некоторых была возможность, конечно, регулировать подвеску. Да, представьте себе, даже в те самые года. Ну и, конечно, вот этот сам мотор, прародитель легендарных 5А, 4А, вот этих неубиваемых, он, впрочем, здесь тоже до сих пор жив и здоров. Единственное, что я всегда говорю, что все зависит от того, каким хозяевам такие тачки попадаются. Если попадаются тому, кто не особенно бережет, тогда она долго не проживет, потому что износ все равно присутствует, конечно. Бережливому человеку попадется, все будет хорошо. Давайте я вам покажу эту древность. Многие даже не знают о существовании таких моторов, как 3А. У нас вот в частности как раз 3АС, ну или, если быть точным, 3АСУ. Но это означает только то, что он карбюраторный, не впрысковый. Мотор, конечно, это маленький, 1,5-литровый, но, заметьте, почти 100 лошадиных сил, 90 либо 95 по другим данным. На самом деле, для такой машины должно хватать полностью, особенно на механической коробке. Я такие машины всегда приветствую именно на механической коробке, потому что, когда автомобиль на механической коробке, ты явно сможешь выжать из нее все, что можно, из ее вот небольшой какой-то мощности. Я не думаю, что то, что перевели на вот такой карбюратор, это сильно повлияло на мощность машины. Ну, хотя, конечно, ну, все-таки разработка двойных карбюраторов, это, знаете ли, круто было в те времена. Цивик на двойном карбюраторе держался до середины 90-х практически. Так что, на самом деле, считалась такая, прям технология, что ты. Такая ну, моновпрыск точно хуже, вот как по мне, моновпрыск точно хуже. Механика была 6-ступенчатая, но 6-я ступень это не совсем ступень, это такая имитация скорее пониженной передачи рядом с первой, такая дополнительная еще. На самом деле круто, то есть даже для реальных каких-то преодолений очень даже возможно, что пригодится. Автомобиль, соответственно, небольшой, весит, ну, там, тонна 100. Тонна 100, ну, короче, тонна 100 оставим, не буду я вспоминать эти остатки килограммов. То есть, на самом деле, совершенно немного. Замечательно можно преодолевать. Упомяну, что они бывали леворульные, бывали на американский, на европейский рынок. Ну, у них они, кстати, были в виде Терсел вагон. Они не были Кариб, они были Терсел вагон для американского рынка. Ну,
тем не менее, вот, пожалуйста, я знаю, что именно те люди, которые смотрят у меня рубрику Old School, те ценят именно историчность, да, аутентичность автомобиля. Пожалуйста, зацените, я вам все крупненько покажу, как все выглядит. Ну да, понятно, вот это уже здесь, конечно, быть не должно. Здесь должны были быть две такие штучки с целой кучей шланчиков. Ну, ладно, я картинку приложу, вы, чтобы не обижались, что я не прикладываю, приложу картинку, как это должно было бы выглядеть в родном состоянии. То есть не с Соликсом, а с родным этим карбюратором двойным. Да он вообще такой простенький движочек, для обслуживания очень удобный, трамблер доступен, стартер капец прямо на виду. Если кто пробовал на спринтере следующего поколения поковырять стартер, тот понимает, о чем я говорю, да? Уж как здесь удобно и как там неудобно расположено. У него есть датчик на омывайку, прикиньте. Ну то есть, слушайте, ну прикольная, блин, была тачка в те года. Я думаю, знаете как, вот... для технички, для какой-то повседневной такой машины, которая вот именно должна какие-то такие рабочие функции выполнять. Я вам покажу багажник, он тоже довольно просторный. И при том, что купить его в достаточно живом состоянии можно, ну не знаю, можно взять за соточку, еще 1030 добавить, его в порядок привести, я имею в виду в техническом плане, и вообще замечательно. И это будет причем не совсем старый дорестайлинговый, а уже вот свежий, там 86-87 год. Вполне себе. И машина будет на уверенном таком ходу. Кстати, для тех, кто захочет тоже поставить жигулевский Солекс, этот карбюратор какой-нибудь, да или от Нивы какое-нибудь это все дело, учтите, что из-за кастрюли вот этой фильтра воздушного капот может не закрываться. Ему там не хватает места, поэтому заранее озаботьтесь поиском, вот, например, как такой москвичевской черепахи, чтобы все у вас нормально закрывалось. Между прочим, опять же, проблемы с закрыванием капота будут и при случае свапа на А-серию более поздних годов, там, то есть на 4А, на 5А тоже будут проблемы. Но вполне возможно, что достаточно будет подпилить что-нибудь из усилителей, и капот таки закроется. Но, в общем, это не критично, но надо это иметь в виду. С большой уверенностью предположу, что не помещаются туда 4А, 5А нормально, из-за того, что коробка такая здесь специфическая, она потому что раздатка-то по сути находится под мотором. Там вообще коробка, я тоже приложу картинку, как выглядит коробка. То есть получается вот колокол, да, сам вот часть коробки, получается под колоколом как бы расположена. Ну то есть, короче, картинку приложу. Посмотрите и удивитесь. Примерно похожую тему знаю, в Хондах есть Honda Scott. У них там тоже продольный 5-цилиндровый мотор, но он, на удивление, на переднем приводе. Зачем его располагать продольно, если делать передний привод? И там коробка тоже, по сути, под мотором находится. Вот такие вот дела. О! Специально сейчас крупно покажу. Вы посмотрите, здесь металлическая скобочка, куда класть палочку упор капота. Вы что, гляньте, металлическая скобочка. Я такого давненько не видал. Так, ребят, ну вы, я думаю, будете не против, если я прокачусь без ремня. О, кстати, что-то мне далековато. Кстати, ребята, ремни. Обратите внимание, здесь ремень вот с такой скобочкой. Догадайтесь, для чего это скобочка. Я пока сразу говорить не буду. Интересно, можно ошибиться и включить понижайку, да, сперва? Ох уж эти карбюраторные тачки. Мы сейчас поедем в мою любимую маленькую горочку, где мы тестили Forester с RAV4. Кстати, кто не видел, переходите по подсказке в это видео. Гляньте, что там происходило веселого. Что, замерз? Вот, кстати, так вот даже не скажешь. Мы вроде стоим так наклонно, да? А показывает там всего 5 градусов, там что-то.
Ну, сейчас большую горку посмотрим, что он покажет. Ну что, давайте побеждать классическую нашу горочку, на которой мы все тестим. Для начала спустимся. И, кстати, я сейчас посмотрю по кренометру этому, какой уклон. О, 10 было сейчас, получается. 10. Бляха, у нас клиренса-то хватит на эти бугры, смотри. Поехали, давай. Ну, пока ничем не шоркнули. Короче, было почти до 20 градусов, елки-палки. А вы говорите, у меня тут маленькая горка. И клиренса хватило, я не шарканул. Ну что, ребят, нажимаем кнопку полного привода сразу, быстро, решительно, да? Все, у нас загорелось, сейчас я вам покажу. Полный привод загорелся, все работает. Так, сразу заранее говорю, что резина у нас говно. Горка у нас суровая для такой машины. Все-таки клиренс у нас не такой, как у того же какого-нибудь Форестера. Но все-таки мы легкая машина. Даже на такой стрёмной резине вывезли. Вообще спокойно, и даже понижайку не втыкали. А вы говорите, еще не шоркнули нигде. Но это, может быть, у меня оттачивается мастерство постепенно, конечно. Радует, что шильдики на месте. Шильдики на месте. Это очень всегда радует. Смотрите, как открывается. Пипочку поворачивать надо. А ручка вот здесь. А упоры работают, упоры живые. Елки-палки, у меня в автобусе умерли упоры. Сейчас я прям завидую всем, у кого упоры живые. Просто смотрим, какая емкость. Я обожаю вот эти олдскульные выпирающие бампера, потому что можно сесть на тачку. Ну и на самом деле для тех годов выпирающие бампера это считалось элементом безопасности. Конечно, не пассивной, как потом стало модно, а как раз очень даже активной, потому что, как я вам уже сказал, под этими бамперами выпуклыми здоровенные усилители. Не знаю, дерево снесешь к чертям, столб-то точно, блин, а вот как раз до тачки удар вполне себе не доберется. Это вот в те года было принято. Блин, классно. Давайте начну с приборки. Вариантов приборок была целая пачка. Вот у нас одна из тех приборок, которая имеет и тахометр, и спидометр. Бывали приборки, где тахометр справа, бывали приборки, где тахометр слева. Бывали приборки электронные, у которых была вот здесь вот так полосочкой, но тахометр был стрелочный, хотя скорость показывалась циферками. А бывали, где тахометр стрелочный, но не полосочкой, а кругляшиком. Короче, их была целая куча вариантов. А если еще учесть, что сюда подходят приборки от Tercel Corsa тех же годов, правда, маленечко крепление чуть-чуть надо поменять и распиновка фишек другая, то вариантов приборок целый список. Я вам реально вот тоже приложу картинку. Их целая пачка. У нас здесь самая распространенная приборка, но с очень важным моментом. У нас машина была, ну, конечно, сейчас это уже не совсем сохранилось, с регулируемой подвеской. Раньше она, конечно, работала, сейчас у нас этого такого дела нет, но раньше это дело было. Хотя полный привод здесь считается part-time и не рекомендуется на полном приводе ездить по жесткому покрытию, да, в те года прям это конкретно в инструкции прямо оговаривалось. Вот они как раз вот кнопочки, которые к подвеске относятся. Кнопочка спорт. Видимо, ну, логично, да, что будет подвеска жестче становиться. И вот оно включение полного привода, да, вот оно с кнопки. И да, вот здесь прямо на рычаге обозначена та самая понижающая передача, обозначена буковками EL. То есть вот мы
чуть-чуть левее, получается, первой. И тоже вперед. Вот она будет дополнительная понижающая. Вы посмотрите, сиденье с боковой поддержкой. Да вы чё? У нашего вообще максимальное сиденье. Серьезно. У нас здесь регулируется все. Жалко только, что не электронно, да, не кнопочками. Но регулируется все, даже боковая поддержка. У машины боковая поддержка регулируется. Вы понимаете? Вот. И даже поясничный подпор можно накачать. Я прям вообще жестко могу себе настроить все как надо. О! Такое ощущение прикольное. Так... Ничего, кстати, что я так утеплился. Мы просто возле речки снимаем. Тут прям уже лед, он плывет. Жесть, холодрыга. А что вы хотели? Сибирь. Кстати, удивляет меня тот момент, что у нас почти что все нужные моменты в максимуме, да? А стеклоподъемники на веслах. Рули. У нас руль здесь считается такой, я бы сказал, помоднее руль. Чаще встречались просто такие двухлучевые рули. У меня этот ролик получится весь целиком, весь из картинок таких, потому что постоянно надо что-нибудь приложить и показать, как это могло быть в другом варианте. Кнопки вот здесь вот на козырьке. Это, кстати, не всегда есть в современных машинах, а в старых практически всегда была кнопка парковочных огней. Сейчас вот задумался о том, что бывала ли здесь какая-то кнопка или у всех здесь заглушка. Прямо задумался об этом. Знаю, что они бывали с подогревами сидений, да. Ну, это, возможно, не японские версии, конечно. Двухуровневый бардачок. Вот смотрите-ка, подлокотник с двухуровневым бардачком. Все эти кренометры, альтиметры, все это дело, все работает. И вот это все очень нужно. Обычно такие приборки, ну, присутствуют в тех машинах, которые подразумевается, что будут ездить по бездорожью, согласитесь? Вот, соответственно, Карибасик с завода подразумевался, что тачка не для ровных дорог. Ну ладно, вот теперь в город, уже я пристегнулся. Ну что, конечно, и по гладкой дороге хочется заценить, но, по крайней мере, я знаю, что разгон мерить смысла нет. Возможно, нам что даже этой дороги не сильно хватит. Но я хочу ощутить, как он едет именно по гладкой дороге, в плане даже, скорее, знаете, рулежки там или еще чего-нибудь. О, слушай, а так-то динамично. И крутится, в принципе, мотор неплохо. Слушай, знаешь, что мы, походу, замерим разгон до сотки. Сейчас я приедем. Не разгонится, думаешь? Да. У тебя работает эта пиликалка еще? Работает? Да, ребят, в приборке здесь пиликалка, кто не знает. Ну, это Solex. Известный минус у них — это специфические привода. Ну как минус? Просто они не совсем стандартного устройства. А больше-то минусов, смотрите, и не назовешь. Безмозглая, как говорят, машина, да? То есть простая до невозможности. Я знаю, что олдскульная рубрика, она такая не сильно просматриваемая, но обязательно делайте репосты, пусть больше народу знает, что именно на моем канале можно найти редкие старые машины, легендарные в каком-то, может быть, смысле, потому что я считаю свой канал в некоторой степени уникальным. Не на каждом можно найти столько истории японского автомобилестроения. Да, каких только у нас здесь интересностей нету, чего только у нас тут иной раз не найдешь, абсолютно. Пишите свои комментарии, пишите мнение об этой машине, рассказывайте обязательно, как у вас, у папы, у дедушки, еще у кого-нибудь была такая же машина, и как она ему нравилась, и как он жалел о том, что он ее продал. Обязательно пишите такие комментарии, мне нравится такое читать. И, конечно же, все ссылки в описании, да, там лишнего не бывает. Миллионный раз повторяю, все ссылки в описании, там лишних ссылок не бывает. Все надо смотреть и проверять, да-да-да. И всем пока. Вольнем, ёпта!